После рождения своего первого помета собака Алина начала вести себя скрытно по отношению к своим человеческим родителям. Когда ее владелец заглянул ей под живот, он обнаружил шокирующую причину ее поведения. Но он не знал, что однажды это странное событие спасет ему жизнь. Василиан и Ольга в течение нескольких месяцев с нетерпением ждали, когда их любимая щенка Алина родит свой первый помет. Судя по приметам, они вот-вот должны были стать бабушкой и дедушкой. Поэтому, когда немецкая овчарка начала воровать одеяло и подушки по всему дому, чтобы соорудить уютное гнездышко в сарае, они сразу же приготовились к волнующей ночи. У немецкой овчарки начались схватки, и после пары часов ожидания она, наконец, перестала скулить. Василиан и Ольга осмелились приоткрыть дверь сарая на несколько дюймов и даже издалека сумели насчитать 7 идеальных щенков. Их отцом была еще одна чистокровная немецкая овчарка, и все они выглядели великолепно. Алина была гордой и заботливой матерью и большую часть своих дней проводила в сарае. Когда она выходила подышать свежим воздухом, то ненадолго уходила в лес за своим домом, но всегда возвращалась вовремя, чтобы покормить своих щенков. Ее сильные материнские инстинкты делали ее немного защитницей, и она не подпускала посторонних к своим малышам, даже тех, кто собирался их усыновить. Только Ольге и Василию было позволено прикасаться к ее 3 сыновьям и 4 дочерям. Пожилая пара очень гордилась Алиной. У нее по-прежнему был очень милый характер, хотя было очевидно, что материнство принесло некоторые перемены. Раньше она всегда была веселой и ласковой, но теперь стала тихой и сдержанной, почти скрытной. Она продолжала тайком выбираться из сарая в самое неподходящее время дня, чтобы убежать в лес, и в целом вела себя немного странно. Василий был уверен, что Алина что-то скрывает от него, но он просто не мог понять, что именно. Однажды, когда она прилегла вздремнуть после обеда со своими щенками, он прокрался в сарай. Под ее животом была спрятана странная выпуклость, но когда он пересчитал щенков, то обнаружил, что все 7 свернулись калачиком вокруг нее. Так что же она прятала под своим телом? Когда он перевернул ее, Василий был в шоке. Среди 7 щенков был еще один малыш, который выглядел совсем по-другому. У него были каштановые волосы, и он был намного крупнее своих братьев и сестер. Он действительно был 8-м членом семьи, но он не был немецкой овчаркой. Он был маленьким медвежонком. Василий не знал, что думать или делать, но когда он попытался выхватить медведя из-под живота Алины, она оттолкнула его руки своими лапами. Было ясно, что она не хотела расставаться с ним, хотя он и не был ее биологическим сыном. Потрясенный и в то же время странно удивленный, Василий решил позволить ей некоторое время растить медвежонка. Поскольку другие щенки были названы их будущими владельцами, он сам выбрал себе имя и назвал его Мишей. Алина, должно быть, нашла своего приемного сына в лесу. Мама-медведица за ним не пришла, а это означало, что он, вероятно, осиротел или был брошен. К счастью, материнские инстинкты Елены заставили ее отнести его домой, кормить или леять. Новость о медвежонке быстро распространилась, и многие посетители пришли понаблюдать за этими уникальными отношениями. Алина учила всех своих щенков ориентироваться в природе и жизни, не делая различий между своими кровными родственниками и приемным сыном. Когда она отваживалась отправиться в лес, все они следовали за ней на близком расстоянии, причем Миша явно выделялся среди своих братьев и сестер. Хотя Василий и Ольга с самого начала знали, что не оставят ни одного из щенков, это все равно было эмоциональное прощание, поскольку малышей забирали одного за другим после 12-недельного срока. В конце концов, остались только Алина и Миша. Каждый день они вдвоем исчезали в лесу на несколько часов. Василий никогда не мог полностью наблюдать за происходящим,
Так как Алина обладала острым слухом и всегда обнаруживала его присутствие задолго до того, как он их видел. Было ясно, что ей нужно немного побыть наедине с Мишей, вероятно, потому что она учила маленького медвежонка выживать в дикой природе. Однажды Алина пришла домой на рассвете, но маленького Миши нигде не было видно. Мать немецкой овчарки знала, что пришло время расстаться со своим приемным сыном, так как теперь в нем не было ничего особенного. Он перерос свою мать по размерам и был готов постоять за себя. Тем не менее, Алине было немного грустно. В течение нескольких дней она лежала с хмурым лицом на крыльце, время от времени передвигалась по двору, но в лес вообще не ходила. Матери пришлось отступить и позволить Мише расправить крылья и полететь, как это делают все матери со своими детьми. Еще через год у Алины появился еще один выводок щенков. Василий и Ольга решили, что это будет ее последний выводок, и что одного из малышей они оставят себе. В честь медвежонка они назвали своего щенка Мишей. Быстро приближалась зима, и супруги несколько раз в неделю отправлялись в лес собирать лесные ягоды и грибы для хранения. Алина и пес Миша никогда не отходили далеко, забредая на маленькие боковые тропинки, но всегда находили дорогу обратно к своим хозяевам, как только все сумки и корзины были заполнены. Пара возвращалась домой, но однажды, когда они вышли на поляну на обратном пути, они испугались больше всего на свете. Бурая медведица-мать со своим детенышем была в нескольких футах от них. Василий и Ольга застыли как вкопанные, понимая, что оказались в очень опасной ситуации. Василий также знал, что Алина будет защищать их ценой своей жизни, но он не хотел ставить ее в такое трудное положение. К сожалению, было вполне вероятно, что два человека и их собаки погибнут в драке. Медведица-мать издала опасное рычание, вынудив Алину занять позицию между зверем и ее человеческой семьей. Ее собственные оскаленные зубы свидетельствовали о том, что она будет сражаться насмерть. Единственное, что Василий знал, это не бежать, и старался держаться как можно тише. Может быть, если бы никто из них не сделал никакого резкого движения, медведь просто ушел бы. Ольга молча молилась, чтобы каким-то образом никто не пострадал в тот день. Но для того, чтобы ее желание сбылось, им определенно понадобилось бы чудо. И, к счастью, чудо — это именно то, что они получили. Краем глаза они заметили, что к месту происшествия приблизился еще один бурый медведь. Это был самец, и притом крупный. Василий и Ольга сразу поняли, что живыми они с этой поляны не уйдут. Даже Алина затряслась от страха. Медведь-самец поднялся на задние лапы и издал страшное рычание, от которого все они съежились. Но потом произошло нечто совершенно неожиданное. Медведица и ее детеныш развернулись и быстро исчезли в густом лесу, не удостоив их больше ни единым взглядом. Ольга и Василий подумали, что она просто позволяет медведю-самцу укусить первым. Но затем зверь опустился на землю, что выглядело как акт подчинения. Тогда Алина громко залаяла и побежала в сторону медведя. Однако вместо того, чтобы быть растерзанным и убитым, произошло странное воссоединение. Медведь и собака выглядели так, словно обнимались. Только тогда Василий и Ольга поняли, что медведь должно быть Миша. Он не представлял угрозы для Алины, но они все еще не были уверены, что они, как люди, в безопасности. Пара поняла, что пришло время выбираться из леса и возвращаться в безопасность своего дома. Когда они начали удаляться быстрыми шагами, Алина и Мишка Миша последовали за ними. Чудесным образом. Медведь Миша тоже вспомнил своих человеческих бабушку и дедушку. На опушке леса состоялось эмоциональное прощание Алины с ее приемным сыном-медведем. Василий и Ольга стояли поодаль, их глаза были полны слез. Они знали, что стали свидетелями события, которое случается раз в жизни. Если бы они когда-нибудь поделились своей историей, то, вероятно, были бы встречены с большим скептицизмом и недоверием.
Однако никто не смог бы отнять у этой пары ни капли таинственности и благоговения, которые она испытала в тот день. Какой шокирующий финал! Подумали бы вы хотя бы о том, чтобы вырастить медвежонка, даже если это ненадолго? Как бы вы объяснили такую уникальную связь между животными разных видов? Расскажите нам в комментариях ниже. Спасибо, что посмотрели, и увидимся в следующий раз.